Здравствуйте, зрители моего канала. В этом видео я хочу показать вам фильмы 2022 и 2023 года. То есть я продолжаю показывать вам свою коллекцию фильмов 20-х годов. В предыдущем видео я показал вам картины 2020 года и 2021 года. А в этом выпуске будет продолжение, то есть картины еще двух следующих лет. За 22 год будет 20 изданий, а за 23 год 13 изданий. И в следующем выпуске, в третьем, я покажу вам оставшиеся издания, то есть это будут картины 24 года, картины 25 года, а также те издания, которые я приобрел, которые придут уже после того, как сниму этот выпуск и предыдущий выпуск. Такое вот расписание. А в этом видео, как я сказал, покажу вам фильмы 2022 года и фильмы 2023 года. Итак, начинаю с фильмов 2022 года и начинаю с 3 стилбуков. Первый стилбук — это такое вот издание. «Аватар. Путь воды». Вторая часть «Аватара» представлена на формате 4К в стилбуке. Стилбук французский. Открываем. Здесь присутствует такой вот арт. И внутри здесь тоже есть арт. Не буду доставать остальные, но здесь тоже присутствует такой вот арт по этому фильму «Аватар. Путь воды». Это один из самых кассовых фильмов за всю историю. То есть по кассовым сборам он занимает 3-е место. Впереди него только у нас получается первая часть «Аватара» и «Мстители. Финал». Такая вот успешная картина получилась у Джеймса Кэмерона. «Аватар. Путь воды». Вторая часть «Аватара». Далее еще один стилбук. И это тоже вторая часть франшизы под названием «Соник 2» в кино. Здесь видим Джима Керри, который здесь играет доктора Эгмана Роботника. Такой здесь арт. Бумажка с уже активированным кодом. Рекламка. Здесь присутствует арт с персонажами. Здесь видим с одной стороны доктор Эгман и Наклз, а с другой стороны Тайлс и сам Соник. Такой вот здесь арт получается. На первую часть я ходил в кино, а вот вторую уже в кинотеатрах не показывали, но приобрел себе такое вот издание, чему я очень рад. И у меня в коллекции есть все 3 части, вышедшие этой серии. Это вот Sonic 2 в кино. И, наконец, 3-й стилбук, который пришел не так уж давно. Это у нас фильм под названием Uncharted. Американское издание. Sonic 2 тоже было американское издание. Такой вот арт. Здесь 2 диска. Уже активированный код. Здесь видим 2 исполнителей главных ролей. Это у нас Том Холланд, которому недавно исполнилось 30 лет. И Марк Уолберг, которому исполняется 55 лет. Эти вот 2 актера. А это вот в этом издании представлен такой вот на веревочке предмет, кольцо Нейтана Дрейка. То
есть не просто издание, а с небольшим аксессуаром. И уже активированный код. И в одной из служб, то есть на Google TV, на Google TV YouTube, этот фильм представлен с русским языком. Так что это тоже хорошее пополнение было. Фильм Uncharted по мотивам известной серии видеоигр. Фильм с участием Тома Холланда и Марка Уолберга. Далее следующее издание. И это будет одно из двух изданий иностранных с русским языком за 22 год. Это у нас фильм «Крик», 5-я часть. На этот фильм я ходил в кинотеатр. Успел пройти. И даже вот выпустили издание «Крик». Издание американское. И, как я сказал, здесь на 4К диске есть русский язык. На обычном Blu-ray фильм выходил уже без русского. Фильм под названием «Крик». 5-я часть известной франшизы. И еще одно иностранное издание с русским языком. Это фильм «Быстрее пули». Картина режиссера Дэвида Литча, в которой снялся в главной роли Брэд Питт. Также есть другие актеры снялись в данной картине. Такой вот фильм. Издание скандинавское. Здесь русский язык присутствует на обоих дисках. И на Blu-ray, и на 4К. Но такой момент, что Blu-ray диск залочен на регион Б. А так, если бы не было такой проблемы, то вообще идеально было бы. Ну, а так получается такое вот издание. Это получается самый последний фильм Sony, который выпустили они с русским языком. Имеется в виду из новых картин. Фильм режиссера Дэвида Литча с Брэдом Питтом «Быстрее пули». Далее продолжаем. И следующее кино. Это у нас фильм по комиксам под названием «Бэтмен». Картина 22 года. Издание британское. Здесь сразу 3 диска. Также бумажки с рекламой. 3 диска. 4К и 2 Blu-ray диска. Один с фильмом, а другой с дополнительными материалами. Неплохая картина. Снял данное кино режиссер Мэтт Ривз. А в роли Бэтмена здесь снялся актер Роберт Паттинсон. Такая вот картина. Фильм под названием «Бэтмен». Далее переходим к следующему фильму. И это самый кассовый фильм в карьере актера Тома Круза. Это фильм под названием «Топ Ган Маверик». Снял данную картину режиссер Джозеф Косински. И это издание простое. Здесь только 4К диск. А вот карточки я уже приобретал отдельно. Здесь видим кадры из фильма. Видим самого Тома Круза. И еще один актер. Такое вот издание у меня получилось благодаря этому. То есть 4К диски, карточки. Фильм «Топ Ган Маверик». Один из самых кассовых фильмов 22 года. Далее продолжаем. И следующая картина. Это у нас будет триллер, фильм ужасов под названием «Меган». Это уже американское издание. Здесь представлены 2 версии. Обычная и без рейтинга. Бумажка с кодом и 2 диска. Blu-ray и 4К. Неплохой такой фильм ужасов. Мне понравился, поэтому приобрел себе в коллекцию.
фильм под названием «Меган». Далее еще одно американское издание, и это уже фильм Майкла Бэя, фильм под названием «Скорая». Здесь в этом фильме снялись Джек Джилленхол, Эльза Гонсалес и Яхья Абдул-Матин II. Такое вот издание. Неплохой фильм от Майкла Бэя получился. Здесь, как обычно, 2 диска. Поэтому приобрел себе также в коллекцию данную картину 2022 года. Фильм Майкла Бэя «Скорая». Далее еще один фильм по комиксам. И на этот раз уже по комиксам Marvel. Это картина под названием «Тор. Любовь и гром». Фильм режиссера Тайка Вайтити. В главной роли Крис Хемсворт, конечно. Такие вот здесь накатки. То есть у бюродиска простая, а у 4К диска с таким вот артом. Ну и, конечно же, сразу несколько бумажек с разной рекламой и с кодом. Фильм неплохой, поэтому привел себя также в коллекцию. Фильм «Тор. Любовь и гром». Предыдущие 3 части есть у меня в коллекции. Далее следующая картина. И это фильм, в котором Николас Кейдж снялся в роли Николаса Кейджа. Картина под названием «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Здесь видим Николас Кейдж как Ник Кейдж. Также здесь снялись Педро Паскаль, Тиффани Хадиш. Неплохой такой боевик с участием Николаса Кейджа, в котором также есть отсылки на его предыдущие работы. Открываем. Бумажка с кодом. И такие вот интересные здесь у нас накатки разного цвета с небольшими изображениями предметов. Фильм с Николасом Кейджем «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Далее переходим к следующей картине. И это у нас обладатель Оскара за этот год, за 22 год. И это фильм под названием «Все везде и сразу». Фильм от Дэниелсов, американское издание. Видим здесь так у нас. Бумажка с кодом. Такие вот здесь накатки одинаковые на обоих дисках. Фильм неплохой, поэтому приобрел себе в коллекцию этого победителя Оскара. Здесь видим 7 Оскаров, включая награду за лучший фильм года. Все везде и сразу. Далее следующее американское издание. И это фильм режиссера Дэвида Кроненберга под названием «Преступление будущего». В этом фильме снялись Вигго Мортенсен, Лео Сейду и Кристен Стюарт. Здесь видим 3 их на обложке. Здесь такое же оформление. И внутри только один диск. И здесь помимо этого фильма 22 года присутствует также старая картина с точно таким же названием 70-го года. «Преступление будущего». Фильм режиссера Дэвида Кроненберга. Далее сразу 5 анимационных картин этого года. И первая из них это, конечно же, победитель Оскара за 22 год. Это у нас «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Здесь видим, как год обозначен, 22 год.
Сняли этот фильм Гильермо Дель Торо и Марк Густавсон. Открываем. Видим здесь Пиноккио со своим носом. Переворачиваем, видим здесь, это уже не нос, а дерево. И здесь такой вот значок, что было подтверждено режиссерами данной картины. 2 диска, внизу нет никакого внутреннего арта. И такой вот буклет, достаточно толстый, в котором содержится информация о создании данной картины и тех, кто участвовал в озвучке оригинальной этого фильма. Видим, как создавались эмоции Пиноккио. Здесь много текста, то есть больше текста, чем изображений. Еще одна часть этого буклета. То есть получается буклет 32-страничный, что очень неплохо. Закрываем, это возвращаем все обратно. Такое вот хорошее издание получилось у этого фильма. Пиноккио Гильермо Дель Торо. Возвращаем за кадром. Далее 2 анимационных фильма от студии Pixar. Первый из них это такая вот картина «Я краснею». Фильм на тему взросления, в том числе. Бумажки, конечно, присутствуют. И здесь 3 диска, на которых главная героиня в образе красной панды представлена с 3 разными эмоциями. Здесь получается диск с фильмом, диск с дополнительными материалами и 4К диск. Картина от студии Pixar Disney под названием «Я краснею». И еще один анимационный фильм от студии Pixar за 22 год. Это фильм под названием «Базз Лайтер». Про персонажа из истории игрушек. Здесь как бы показана его предыстория того персонажа, который был как игрушка в этом фильме. Здесь только 2 диска, то есть 3-го диска нету. Да, только 2 диска. То есть не всегда у них по 3 диска бывает, но зачастую так. И такие вот арты на издании. В этом издании на дисках. И это были 2 анимационных фильма студии Pixar за 22 год. Далее следующее. Это будет 2 фильма от студии DreamWorks Animation. Первый из них это «Кот в сапогах. Последнее желание». Продолжение истории персонажа из Шрека. То есть это спин-офф Шрека. 2 часть. Открываем. Здесь у нас такая вот ситуация. 2 диска. И такой вот арт на 4К диске с котом в сапогах. И реклама других изданий этой студии. А с другой стороны, конечно же, представлен кот. Издание американское. И еще один фильм анимационный от студии DreamWorks. Это картина «Плохие парни». Неплохой анимационный фильм от этой студии. Поэтому, конечно же, привел себе в коллекцию. Такой вот арт на 4К диске. Точно такая же рекламка. И здесь уже диск Blu-ray не зеркальный, а такой вот черный.
И получается, за 22 год у меня в коллекции два анимационных фильма от студии DreamWorks. Это «Кот в сапогах. Последнее желание» и «Плохие парни». И осталось вам показать еще два издания 22 года. И это будут российские издания. Первое из них — это такое вот издание на болванке с фильмом «3000 лет желаний» от режиссера Джорджа Миллера. То есть от режиссера «Безумного Макса». Да, он не вышел на лице, поэтому приобрел себе в коллекцию такое вот издание на болванке. Есть календарик на 23 год. И такой вот внутренний арт данного издания. С кадрами из картины. Фильм режиссера Джорджа Миллера с Тильдой Свинтон и Идрисом Эльбой, если не представлены на обложке, под названием «3000 лет желаний». И, наконец, последний фильм за 22 год, который хотел вам сегодня показать, это такое вот DVD-издание фильма режиссера Рубена Эстлунда под названием «Треугольник печали». Здесь снялись Шарл Бедин, Харрис Диккенсон и в роли капитана Вуди Харрельсон. Открываем. Есть внутренний арт с таким вот судном. Этот фильм выиграл несколько наград, в том числе, как можно видеть, золотой пальмовый ветвь Каннского кинофестиваля. И такие здесь вот карточки. С одной стороны одинаковый такой вот арт, а с другой стороны кадры из фильма. Видим Вуди Харрельсона, видим других актеров, которые здесь снялись. Снова Вуди Харрельсон, Шарл Бедин. И то судно, которое было в внутреннем арте, оно представлено и здесь. Такой вот получился фильм. Издание фильма «Треугольник печали». Фильм режиссера Рубена Эстлунда. И это были все фильмы 22 года, которые есть у меня сейчас в коллекции. А далее будет поменьше изданий уже 23 года. И первые три из них это будут точно так же стилбуки. И первый стилбук — это картина под названием «Крик 6». То есть совсем нету на обложке названия. Издание итальянское. Открываем. Здесь видим призрачное лицо на фоне города. И здесь два диска 4К и Blu-ray. Доставать не буду, там просто точно такой же вид города в этом внутреннем арте. И это фильм «Крик 6». То есть на сегодняшний день у меня есть коллекция 6. Вышла 7-я часть, ее тоже надо будет приобрести в коллекцию. Далее, следующая картина. И это Dungeons and Dragons. Подземелье и драконы. Честь среди воров. Точно так же итальянское издание. Точно так же стилбук. Открываем. Здесь тоже два диска. Blu-ray и 4К. Ну, здесь тоже не буду показывать, потому что там продолжение этого изображения. Но персонажи показаны именно в этой части. А за этими дисками ничего особенного нету. Неплохое фэнтезийное комедийное кино. Поэтому взял себе в коллекцию «Подземелье и драконы. Честь среди воров». И, наконец, самый последний стилбук. И это фильм под названием «Барби». Снял данный фильм женщина-режиссер
Грета Гервиг. Издание точно так же итальянское. Получается, 3 итальянских стилбука 23 года. Видим здесь Марко Робби, который сыграла здесь Барби. В роли Кена здесь актер Райан Гослинг. Открываем. Снимать не буду. Такой вот здесь арт представлен. На город Барби. Барби-ленд. Фильм неплохой. Фильм, который стал самым кассовым фильмом 23 года. Поэтому, конечно же, есть у меня в коллекции. Фильм под названием «Барби». Так. Такое вот издание в формате стилбука. Раз уж показал вам Барби, то, конечно же, не обойтись и без Оппенгеймера, потому что эти два фильма выходили рядом и хорошо себя показали. То есть было такое культурное явление, как Барби-геймер, когда люди ходили и на то, и на другое кино. Поэтому эти обе картины собрали неплохие сборы в 23 году. И этот фильм режиссера Кристофера Нолана. И это тот фильм, который стал лучшим фильмом на Оскаре за этот год. Здесь в главных ролях снялись Киллиан Мерфи. Также снялась Эмили Блант. Снялся Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и Флоренс Пью. Издание британское. Здесь, как бывает на многих изданиях с фильмами Нолана, здесь 3 диска, 4К диск и 2 диска Blu-ray с фильмом и с дополнительными материалами. Такой вот получился фильм биографический с Киллианом Мерфи в главной роли под названием «Оппенгеймер». Далее следующая картина, и это 7-я часть известной франшизы под названием «Миссия невыполнима. Смертельная расплата». Фильм с Томом Крузом. Издание французское. В этом издании 2 диска, 4К диск и диск с дополнительными материалами. Здесь видим, что это издание уже позднее, потому что здесь нету приписки часть 1, потому что сначала планировали, что будет еще «Смертельная расплата. Часть 2», но потом вторую часть переименовали, и, соответственно, у первой части убрали эту приписку про первую часть. Так вот, фильм «Миссия невыполнима. Смертельная расплата» с Томом Крузом в главной роли. Французское издание. Далее, следующая картина. Это 4-я часть также известной франшизы. Это «Джон Уик 4». Известная серия боевиков с Киану Ривзом в главной роли. Издание Lionsgate. Издание американское. Бумажка с кодом уже активированным. И таких вот 2 диска, на котором представлена у нас как аббревиатура Джона Вика JW и цифра 4. Такая вот интересная получается. Фильм «Джон Уик 4». Предыдущие 3 части также есть у меня в коллекции. Далее следующая картина. И это фильм по комиксам от режиссера Джеймса Ганна под названием «Стражи Галактики. Часть 3». Издание французское, что можем видеть по обозначению. Ну, это также издание для стран Бенилюкса, то есть Бельгии и Нидерландов.
Поэтому здесь представлена на двух языках информация, на французском и на нидерландском языке. И такие вот есть две накатки. Это Blu-ray диск и 4К диск. Видим, что по надписи эти диски специально для данного региона сделаны. Стражи Галактики. Супергеройский фильм режиссера Джеймса Ганна из киновселенной Марвел. Далее, следующее кино. И это предыстория персонажа Вилли Вонки под названием «Вонка». Фильм. У меня в коллекции есть, конечно же, и оригинальный Вилли Вонка 70-х годов. Есть у меня и фильм Тима Бёртона с Джонни Деппом «Чарли и шоколадная фабрика». И есть и такой вот фильм под названием «Вонка», где в главной роли этого персонажа был актер Тимоти Шаламе. Издание также американское. Фильм под названием «Вонка». Далее, следующее. И это будет фильм биографический про Энцо Феррари от режиссера Майкла Манна под названием «Феррари». Здесь в главных ролях снялись Адам Драйвер в роли Энцо Феррари, Пенелопа Круз и Шейлин Вудли. Издание итальянское. Есть два диска. Blu-ray, который залочен на регион Б, и 4К диск. Ходил на этот фильм в кинотеатр, и поэтому захотелось приобрести в коллекцию данную картину. Фильм под названием «Феррари» от режиссера Майкла Манна. И осталось вам показать 3 анимационных фильма, точнее не 3 анимационных, 4 анимационных фильма 23 года. Первый из них, как и в предыдущий раз, это фильм, который выиграл Оскар. Картина под названием «Мальчик и птица» от режиссера Хаяо Миядзаки. Американское издание. Здесь два диска. Blu-ray, залоченный на американский регион А. 4К диск. И также присутствует такая вот рекламка других изданий от этого производителя. Далее эксклюзивный постер, как написано на обложке. И также небольшой буклет. В котором представлено несколько кадров из фильма. Также заметка от Хаяо Миядзаки по созданию данного фильма, которая датирована июлем 2016 года. «Мальчик и птица». Анимационный фильм японский от режиссера Хаяо Миядзаки. Далее, следующее. Это будет супергеройский анимационный фильм под названием «Человек-паук. Паутина вселенных». Вторая часть. Первая называлась «Человек-паук через вселенные», которая выиграла Оскар, первая часть. А это вот вторая часть. Также американское издание. Неплохой фильм. Мне понравился. Есть бумажка с кодом. Два диска. Blu-ray диск, который залочен на регион А. И 4К диск. И здесь бумажка оказалась не бесполезная. Так же, как и у фильма Uncharted. В одном из сервисов стриминговых, именно Google TV, YouTube, данный фильм представлен с русским языком.
Такой вот фильм «Человек-паук. Паутина вселенных». Ждем третью часть этой серии. Человек-паук через вселенные. Далее самый кассовый анимационный фильм 23 года. Фильм под названием «Братья Супер Марио в кино». Это фильм по известной серии видеоигр от Nintendo. Сняла данный фильм студия Illumination. Конечно, здесь бумажки. Такие вот накатки. Картина неплохая. И это, кроме того, что самый кассовый анимационный фильм 23 года, это также самая кассовая экранизация видеоигр в истории. То есть фильм заработал больше миллиарда. Первый такой успех у фильма по видеоигре. То есть до этого никто не зарабатывал по фильму по видеоигре больше миллиарда. И, наконец, последний фильм и последний анимационный фильм в сегодняшнем видео. Это еще одна картина от студии Illumination под названием «Миграция». Снял данную картину режиссер Бенджамин Реннер, французский режиссер, который известен больше по своим рисованным мультфильмам, а это первый опыт данного режиссера в 3D-анимации. Но картина также про природу, неплохая, поэтому приобрел себе в коллекцию данный фильм. Такие вот были в сегодняшнем видео картины 22-23 года. Надеюсь, вам понравилось мое видео. И ждите следующую часть, в которой я вам покажу оставшиеся картины 20-х годов. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. Пока-пока.